Александр Волкодав, победитель «Голоса». Супергерл, слепые прослушивания, реакция. Ребята, всем огромный привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Дорогие друзья, прежде чем я начну с вами общаться на тему победителя «Голоса», я хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего, самое главное, крепкого здоровья вам и вашим близким. Я думаю, что все, кто меня сейчас смотрит, в этом году смотрели юбилейный 10-й сезон шоу «Голос» на Первом канале. Знаете, я, честно вам скажу, вот как всегда честно, я посмотрела очень мало, наверное, выступлений с этого шоу. Я не знала вообще всех участников, кто был, но единственное, что могу я сказать, это я посмотрела Юлию Кошкину почему-то на YouTube-канале «Голоса», она прямо как-то, я ее выцепила, она мне сразу понравилась, я периодически поглядывала, где там, куда она проходит, не проходит. Знаете, у меня есть один подписчик, один зритель, и он мне пишет в Инстаграме, частенько скидывает ссылки на то, чтобы делать реакции на какие-то видео, которые ему нравятся. Так вот, он мне скинул еще, когда я не знала про Александра Волкодава ничего, он мне скинул видео и написал, что это наш земляк из Бишкека, Кыргызстан, посмотрите. Я им так сказала, говорю, давайте, если Александр победит в шоу, то я в новогодние праздники сниму реакцию. Вы знаете, я как-то так совершенно невзначай это сказала. Знаете, эти слова казались пророческими в нашей переписке. Я хочу сегодня снять, ребята, реакцию не на финал, не на финальные песни, как он спел, не какие-то, где были там этапы поединков, там батлов, вот этих всех, да. Я хочу снять реакцию на его первое появление на слепых прослушиваниях. Могли ли мы предугадать, что Александр Волкодав станет победителем «Голоса» по его слепому прослушиванию? Вот мне кажется, это будет интересно. Дружище, я напоминаю, если ты еще не подписан на мой канал, но тебе нравится смотреть реакции, то обязательно подписывайся. Смотрим. Знаете, песня очень красивая. Я все-таки, наверное, не смотрела Супергерл, потому что я совсем почему-то не узнаю, даже не узнаю его стайл. Вот эти вот волосы, такая прическа интересная. Песня красивая, и все-таки у Александра Волкодава такой баритон, достаточно глубокий голос, глубокий тембр, красивый, объемный. Мне нравится, как это начинается. Даже видите, как Пелагея уже на месте не может сидеть, уже хочет скорее повернуться, и песня ей понравилась. Знаете, еще вот важный, конечно, момент, когда вы попадаете прямо в какую-то... Если вы ходите на «Голос» и поете песню, которая нравится жюри, то это уже сразу же его немножечко к вам располагает. Поэтому тут, конечно, не предугадаешь. Ты никогда не знаешь, что может понравиться, а что нет. Вот Александру в какой-то степени, конечно, повезло, что Пелагея так любит эту песню. Вообще красиво. Кстати, в группе поддержки Александра Волкодава я сейчас вижу своего знакомого. Интересно бывает смотреть своих знакомых на «Голосе». Ой, извините, не прервала фразу, я просто не знаю этой песни. Вообще классно, вообще мне нравится. Мне нравится, как он поет, и очень фирменное, очень крутое произношение, очень хорошее произношение. И вот это вот немного с расщеплением он поет, это даже тоже достаточно сложная техника. Я ей не владею, потому что вот, ну, почему-то не хочу ей владеть, если честно. Почему-то вот как-то вот не лежит мне душа именно к тому, чтобы я сама это пела. Но
у него очень это красиво и гармонично получается. Такой, знаете, фирменный звук. Ощущение, как будто это поет носитель языка. Это классно. Классно, классно вообще. Не, вообще крутой. Почему-то вот мне, знаете, с любых... Ладно, потом все скажу, не буду сейчас раньше времени прорываться в своих выводах. Вообще классно. Вот мне очень нравится его фирменное расщепление. Классно поет. Так, ну, и ощущение, знаете, что он взял вот эту песню, да, Supergirl, Пелагея к нему повернулась, и все, и он... Не знаю, кстати, кто еще к нему повернется потом, но ощущение, что он прямо для нее эту песню сделал и как бы к ней хотел в команду. Удивительно, конечно. Потому что вроде он рок поет, да, Пелагея у нас фольклор, народное пение. Ладно, посмотрим дальше. Вообще прикольно. Очень мне нравится и вот этот выход его на высокие ноты. Они как-то совсем не натужно звучат. Как-то очень даже свободно и легко, и классно. И я кайфую. Я думаю, что вы тоже. Хорошее, прям вот восхищаюсь реально именно произношением. Произношением и вот этим фирменным звучанием. Оно вот как-то все, знаете, как будто мы вот сейчас находимся совершенно и не в России, как будто это реально поет носитель. Я вот сейчас... И мне очень нравится, что, знаете, вот как-то образ, все сошлось в одно. И песня ему очень подходит, и тембрально оно как-то вот раскрывается. И вот это вот расщепление ему очень идет. И как-то образ у него, вот, да, вот как он выглядит внешне, все очень гармонично, все как-то вот сочетается. Вот мне очень нравится. Может быть, конечно, в этой песне нет каких-то выход на супер какие-то высокие ноты, то есть он так или иначе не выходит за пределы своего натурального голоса, грудного звука, да. То есть даже вот эти высокие ноты, они как бы на расщепление берутся, но все равно это грудное звучание. То есть вот здесь каких-то переходных сложных вещей, да, вот он вроде бы не показал, но оно как-то вот все так вот сложилось, что вроде бы да и не надо в этой песне, да, она сама по себе такая. И еще, кстати, хотела сказать, что вот как-то видно, что Александр Волкодав уже является таким очень опытным вокалистом. Ну, то есть вот он как-то даже по его тому, как он себя ведет, как он, ну, вот, очень свободен, да, видно, что он ведет активную концертную деятельность, и, наверное, как бы голос — это для него такой уже этап большого пройденного пути в вокале и вообще в музыке. Ой, вообще вышел на фальцет в конце. Вышел на фальцет и таким, знаете, чуть-чуть, как бы я называю это так, сплюснутым звуком, знаете, как AC/DC вот поют, они тоже вот вроде бы фальцетом, но таким сплюснутым, и поэтому вроде и не кажется, что это фальцет, да, кажется, что это больше микст. Но звучит, главное, что классно, фирменно. Молодец, Александр. Александр Градский тоже повернулся. Супер. Друзья, знаете, у меня сейчас какие-то очень смешанные ощущения.
Я, когда посмотрела еще все комментарии, которые сказали жюри, я все же подумала, что я видела это видео. Я помню, как Александр Градский сказал, я помню, что сказала Пелагея, я помню, как Александр Волкодав пообщался с Димой Биланом насчет того, что он хотел с ним как-то сфотографироваться в 2017 году, но там что-то не получилось, там шутка про пятерочку была очень яркая, я помню это. Значит, я все-таки видела это выступление, но я не запомнила почему-то, как он пел эту песню. Так можно сказать, что сейчас я пригляделась к тембру, и, знаете, мне понравилось. То есть, чтобы там кто где чего сейчас не говорил, лично мое мнение, что Александр Волкодав достоин вот этого звания победителя, потому что у него очень красивый голос, у него есть какая-то харизма внутренняя, у него есть какая-то, знаете, вот притягательность. Вот харизма и притягательность, наверное, одно и то же, да? Вот это выражение глаз, какое-то доброе... Даже моя мама сказала, когда мы смотрели финал и вообще вот последние вот все эти выпуски, она сказала, у него такой добрый взгляд. Это так, знаете, редко бывает. Встречаешь, что вот он смотрит и как-то ощущение, что человек, вот он такой, какой он в жизни. Он ничего не играет, он не закрывается, он не открывается. Он просто вот выходит, какой он есть в жизни, такой он выходит на сцену. Я, конечно, не могу сказать вам на 100%, потому что я совсем этого человека не знаю, но тем не менее ощущение такое складывается. И, возможно, это тоже сыграло в какой-то степени, что зрители в итоге, да, когда выбирали уже из 2 претендентов, зрители выбрали именно Александра. Ну вот что-то в нем есть такое, как, знаете, как вот смотришь на человека и доверяешь. Вот доверяешь. У меня такое совершенно впечатление сложилось в этом артисте. Поэтому я считаю из всех, я не говорю вам конкретно, что вот кто-то был лучше, кого-то надо было на самом деле сделать победителем еще раньше, да, все решает уже, ну там, я думаю, голосование, да, члены жюри решают. Из финалистов я могу сказать, вот лично мое мнение, я считаю, что правильно, что Александр Волкодав победил. Да, может быть, в какой-то степени по силе голоса, по каким-то изыскам, тонкостям, да, у других участников было больше вот этих всех фишек, наполнений. Но почему-то, когда я начинала смотреть финал «Голоса», я так и сидела. Ну, из всех 4 почему-то я хотела бы, чтобы Александр Волкодав победил. Ну, вот честно, у меня такое. Потому что он какой-то вот гармоничный во всем. У него и голос красивый, баритон. Он какой-то и человек притягательный. И как он общался, что он говорил. Ну, вот мне как-то это все зашло. Я люблю такое. Поэтому я рада, что юбилейный сезон «Голоса» получился таким. Ребята, напишите свои мнения в комментариях, рады ли вы, что именно Александр победил в этом шоу. Если вы не согласны, то напишите в комментариях, за кого вы болели, кто бы, по вашему мнению, был более достойный победитель. Поздравляю Александра Волкодава с этой ошеломительной победой на таком огромном шоу «Голос». Супер, Александр, поздравляю, поздравляю, ура, ура, ура! Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. А также будьте подписаны на канал и приходите на премьеры новых видео. А с вами преподаватель вокала Орлеана. Ну все, не прощаюсь. Еще обязательно увидимся. И с Новым годом!